Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я со всех сторон окружена котами. Тут у нас котик, вот тут вот у нас лежит котик. Сейчас я вам покажу немножечко, вот он. Вот, лежи, мой дорогой. Мы поговорим с вами про прекрасные шлейфы. Они настолько красивые и приятные, что хочется с ними остаться. Единственное, не забываем, как всегда, лекарство от яда отличается дозировкой. Любой аромат, конечно, должен быть в меру. Эти ароматы, они довольно ощутимые, поэтому, да, чтобы вас наоборот не попросили выйти, надо помнить о дозировке. Подпишитесь на мой телеграм-канал, я дублирую туда все видео, немножечко с опозданием, но я туда их тоже выкладываю. Если у вас проблемы с YouTube, то переходите, смотрите там. И мой промокод в рандеву 10 Victory дает 10% скидки на все от суммы 2500, суммируется со всеми скидками, которые сейчас есть на сайте. И обожаю на рандеву от Леванты. Обожаю на рандеву, что можно следить за ценой, она меняется, то есть можно взять выгоднее, да, не смотрите, вот если вам что-то понравилось, добавьте, подождите, цена может поменяться. Ну, а еще за это время, пока у вас в корзине, вы подумаете, да, я всегда призываю к обдуманным покупкам. Лучше 100 раз все взвесить, да, но не покупать лишнего. Ну, вот я так считаю, особенно это относится к флаконам. От Левант это... Ладно, с отливантами намного проще. Первый аромат, вот особенно с ним надо быть осторожнее. Это Matcha Meditation от Реплика Maison Margiela. И это аромат, вот как называется матча, он правда про чай матча. Тут в пирамиде заявлен флёр де оранж, и я правда чувствую здесь такую белоцветочную свежесть с цитрусовыми нотками, но это идет оттенком. А так тут правда чай матча на, мне кажется, на кокосовом молоке, потому что я обычно всегда пила на кокосовом, но вообще тут просто есть сливочность. Заявлен молочный шоколад, но я чувствую это просто как сладкую сливочность. Ну, мне очень напоминает вот натуральный чай матча. Кстати, там еще и зеленый чай в пирамиде. Так, тут конфликт, Росик, давай, освобождай место. Тут есть еще зеленый чай, тут есть еще чай мате, но на самом деле ощущается именно матча-чай. И если вы любите его, да, именно этот вид чая, сорт чая, то вам должен понравиться этот аромат. И вот когда ты в нем, пространство вокруг тебя, оно заполняется. Вот такое ощущение, что ты сидишь где-нибудь в кофейне и готовят прямо сейчас вот этот вот чай. И еще тут есть аромат ванильных печенек или ванильного бисквита, какой-то выпечки. Я это очень хорошо чувствую, хотя там ничего такого не заявлено. Так, пойдемте дальше. Дальше наиприятнейший аромат Mon Guerlain версии Intense, моя любимая версия. У меня фокус гуляет то на одну, то на другого, поэтому, друзья мои, я пытаюсь его сконцентрировать. Здесь лаванда, но кроме лаванды тут ваниль. И я даже не могу сказать, что тут превалирует. Для меня это прям все перемешано. Это лаванда, но она с сливочными нотками, с ванильными нотками. Ваниль тут с горчинкой. И вот эта горчинка ванили и лаванды, они даже... но они как-то вместе соединяются, но аромат при этом все равно остается сладким. И вот я помню, когда я первый раз в жизни попробовала Mon Guerlain в парфюмерной воде, мне показалось, что он чуть ли не одеколонит из-за этой лаванды, да, то вот здесь вот вообще даже намека нет. Я влюбилась вообще в эту линейку именно с версии Intense. Очень красиво. Такой густой, теплый, приятный, согревающий шлейф. За счет лаванды он все-таки, да, не какой-то приторный, он не прям аромат только на зиму. Нет, он вот сейчас, мне кажется, весной просто идеален. Даже, наверное,
Наверное, лучше даже, чем в зимой, в морозы. Да, мне кажется, да. Я в морозы его не носила, я не знаю, как в морозы себя тут ведет лаванда, но вот сейчас она очень красивая. Я, кстати, его и приобрела именно весной, в начале весны. Так, Miss Dior, у меня версия 2021 года, необычное сочетание свежих весенних цветов в начале, но потом это такая теплая карамельная база. И тут, кстати, довольно-таки хорошо я ощущаю розу. Но она ни в коем случае, да, не ведущую роль тут не занимает. И ни в коем случае не сказать, что это аромат именно про розу, но вот такая молодая весенняя розочка тут придает аромату свежести. Он вышел осенью, и я когда его попробовала, вот первый, да, такое первое впечатление, и по первым нотам я подумала, а почему этот аромат вышел осенью? Ну, он должен выйти весной, наверное, подумала я, да, вот за счет этих свежих цветов. Но нет, вот эта теплая база, она хорошо шла и в холодную погоду, но весной, мне кажется, прям вот настроение такое у этого аромата. Еще один Miss Dior, это Miss Dior в туалетной воде 2012 года, по-моему, да? Или 2017. Ну, в общем, это уже снятость. Я совершенно случайно его заказала, и я абсолютно счастлива. Вот редко такое бывает, когда я хочу одно, получаю другое, и на этом остаюсь удовлетворенной. Я даже его решила не возвращать. Это опять же молодая роза. И я тут чувствую шоколадные пачули, и есть такая небольшая цитрусовость, какое-то вот пересечение, ну небольшое пересечение с Мадемуазель Коко есть, ну прям очень маленькое. Вот уже зная о нем, можно его почувствовать. Но тут вот это вот сочетание розы, цитрусов и шоколадных пачули очень приятно. Еще я все время чувствую тут какую-то ореховую нотку. Если у вас есть этот снятый аромат, напишите, чувствуете вы там вот такую какую-то ореховость. Вот что меня в нем и зацепило, и заставило оставить, это вот эта вот ореховость. Расскажу вам про аромат из вот этого бокса всех ароматов Le Liquide Imaginary, ну, не всех, 7 ароматов. Кстати, в золотом яблоке есть, я покупала тут в Испании, но видела в золотом яблоке. У него вполне приемлемая цена, если учесть, что тут 7 travel-версий по 10 миллилитров. Вот таких вот с крышечками даже. В общем, это очень хорошее приобретение. Можно поносить, попробовать. Причем тут, знаете, не какой-то не ликвид Le Liquide Imaginary, а прям такие ароматы популярные. Кот хочет идти гулять, чтобы вы понимали, что его тут не мучают. Дом Роса, например, да, тут есть. Ладно, не о нем сейчас я углублюсь. Blanche Bette. Вот тут тоже, друзья, очень внимательно с дозировкой. Котя, потом погуляем, Макс. Потом погуляем. Давай видео запишем. Это очень приятный, незаявленный кокос. Даже кокосовое масло. Такое прям тут есть что-то жирненькое. Тут нота непередаваемая. Она даже там называется мистикаль. Но для меня это нота какой-то, знаете, в люксовом магазине, когда что-то, там очень много упаковок. Это очень плохо для экологии, но это всегда очень приятно получить, открывать и получать от этого дофамин. Вот здесь есть вот этот какой-то аромат новых вот этих вот коробочек, какая-то там шуршащая вот эта бумажка, и вот это все распаковываешь. Вот что-то такое тут есть. И вам может показаться, что ну как этим пахнуть, но это таким оттенком проходит, да, он не дает аромату скатиться в какую-то приторность очень сильную, кокосовую. Еще тут есть нота молока, но я опять же чувствую это как сливочность того же самого кокоса. И, друзья, предупреждаю, вот прям чуть-чуть, и это будет очень необычно, очень притягательно шлифить, но если переборщить, то от этого захочется удалиться, да, вот эти ароматы,
о которых мы сегодня говорим, они яркие, их невозможно проигнорировать. Но если с ними переборщить, то они просто могут начать раздражать, ну, потому что его слишком много. Но при правильной дозировке он будет вот таким шлейфом появляться, а потом опять тихонечко сидеть на вас. Поэтому тут важно это учитывать. BDK Parfums. Это аромат называется Gris Charnel. И, кстати, у BDK все ароматы очень классно сделаны. Они вот прям все носибельные. Не знаю ни одного аромата BDK, который они сделали просто, чтобы всех шокировать, поразить, удивить. Очень приятные. Это, мне кажется, их хит продаж. Есть еще версия экстракт. Это аромат про сандал и про инжир. В первую очередь. Еще здесь есть кардамон с его необычным аспектом, с ментоловым аспектом. И есть в аромате пряность, древесность. Сандал тут, кстати, он очень мягко, немножечко выдает вот эту вот соленую ноту, но ни в коем случае это не рассол. Это не Le Labo 33. Я его даже сюда не включила, Сантал 33 точнее, потому что для меня это очень сомнительный аромат. То есть его обязательно заметят, но кому-то он может сильно не понравиться. Например, мне. У меня муж его носит, у меня есть от Левант, есть версия очень похожая, причем она такая более сглаженная, но все равно. Вот мне периодически даже нравится, а периодически прям не хочется его ощущать. Он для меня какой-то тревожный, холодный, отстраненный, да, мало того, что это там иногда огуречный рассол. Наверное, у меня такие ассоциации с огуречным рассолом. Тревогу иногда у меня вызывает огуречный рассол. Не спрашивайте, я не знаю, с чем это связано. Ой, это тоже красивый лаванда. Надо было с лавандой не рассказывать про него. Это лаванда Extreme от Tom Ford. Это такая необычная, густая лаванда, но тут есть сливочность. И даже, опять же, да, не заявлен тут кокос, как будто тут есть кокосовое масло. Есть нота ванили, такой дорогой, густой. И лаванда тут просто необходима. Просто аромат звучит очень дорого, очень притягательно. Потом фордовский так, очень густо. Но в то же время он вот такой приятный, уютный, успокаивающий. Ульяшка мне немножечко тут отлила этот аромат, за что ей большое спасибо. Но он вот с ним тоже осторожней. Он прям такой. Это Tom Ford. Это Tom Ford, это всегда громко. Так, давно не рассказывала. Сейчас ношу вот эти вот у меня travel-версии от HFC, это нирванески. Они парят, друзья. Вот прям 100% вам заявляю, что они парят. Я бы сейчас даже взяла лучше просто от Левант на рандеву, потому что ни один от Левант у меня еще не выпарился. А вот travel-версии, вот именно HFC, да, к другим нет претензий пока, никакие не парят. А вот тут, так как откручивается этот пульверизатор, парят. В общем, ладно, не к этому. Это ваниль, что необычно, она кондитерская. Но, знаете, тут сейчас конфликт может произойти. Но, она кондитерская, но так как она уравновешена нотой кожи, тут есть даже капелька уда, она не звучит дешево или отталкивающе, она наоборот звучит очень притягательно. Она звучит очень притягательно именно вот за счет именно равновесия, да, равновесие. Можно сказать, что и немножко контраст. Да. Нет, не хочу говорить, что это контраст. Это именно уравновешивание вот в этом случае, да. И тут еще такая есть нота, совершенно не заявленная, не знаю, что ее дает, как ее в пирамиде назвали. Я слышу, как будто тут пломбир в вафельном стаканчике. Все это еще у меня почему-то ассоциируется сразу с весной, с весенним ветром, таким волнующим.
Ты в кожаной куртке. У меня вот все время этот образ, да, не проходит у меня этот образ, что я в кожаной куртке идешь, гуляешь по весеннему парку, уже где-то там цветут деревья, кусты, сады, цветы, но ты идешь с мороженым, со сливочным в вафельном стаканчике, и тебе так хорошо, так приятно, ты его ешь, и вот мороженое даже капает на твою куртку из дорогой кожи, но тебе все равно, тебе так хорошо, ты думаешь, вот неважно, что будет завтра, сегодня мне просто лучше некуда. Я счастлива. Вот это вот ощущение наполненности энергией и счастьем. И вот ощущение, что впереди у тебя просто много всего интересного, волнующего. Просто чувствуешь себя как ребенок в парке аттракционов. А может, как подросток. Да, как-то больше в этом драйве. Мой любимый набор — это Amouage Love. Его, кстати, сейчас выпустили уже в других флаконах, вообще все, да, вот эти вот, я не про миниатюры, а про полноценные флаконы, полноразмерные. Их сейчас перевыпустили. По-моему, что-то даже из этих ароматов сняли. Но не буду утверждать, я не помню. Я хочу вам рассказать про Lilac Love. Это аромат, который про сирень, но в слепых затестах я не услышала тут сирень. Это один из тех ароматов, которые очень сложно представить по описанию. Правда, особенно вот это Lilac Love, да, сирень вообще просто сбивает, потому что все равно от сирени ты ожидаешь, что это что-то свежее, весеннее, цветущая, но здесь не такая история, абсолютно. Я говорю, здесь как будто имбирные печеньки, здесь дерево, здесь есть пряность в аромате. И я, кстати, вслепую не услышала какао, я тут услышала как будто бы чай с молоком. Понимаете? Да, то есть горчинка, есть молочность, но вот какао, ни порошка я не нашла, да, какой-то такой явной шоколадной ноты. Нет, я не почувствовала вслепую. Если ты знаешь пирамиду, то можно это все, конечно, найти. Вы знаете, как это бывает. Но вот рассказываю специально восприятие вслепую. Аромат, который одно время прям на ютубе гремел вообще отовсюду о нем говорили. Немножко, мне кажется, уже поутихло. Я не очень люблю ароматы, которые вот такие хайповые, да. Я всегда жду, когда немножечко спадет этот хайп, а потом могу их носить. Прям в самый пик не могу. Так, пытается у меня аромат уехать. Это Ксерджов, аромат Крус дель Сур 2. Я тут чувствую такие ноты фруктов, которые для меня пересекаются с Мадемуазель Коко Intense. Именно версия Intense, такой мультифрукт, очень похожий. Но здесь еще есть сливочность. Есть сливочность, но она неявная. То есть это, скорее всего, такой коктейль, да, там 50% мультифрукт, и мороженку туда добавили, и вот это вот все взбили. И получился вот такой вот аромат. Он к базе становится такой более сладкий, но сохраняет вот эту вот кислинку фруктовую. И это очень-очень приятно. Это Amouage Journey for Women. И, кстати, еще есть мужская версия, она мне вообще не нравится. Это аромат в первую очередь про персик. Но я еще хорошо тут чувствую горный воздух. Это необычно. Я понимаю, что это такая выдуманная мной лично нота, но я чувствую тут такой прям свежесть в этом аромате, немножечко озоновости. Я, кстати, не ощущаю, вот кто-то говорит, какой-то бензин, да, извините, не хочется даже эти ассоциации рождать, но если кто-то это слышал, то я не могу этого найти. Вот иногда, когда что-нибудь такое рассказывают про аромат, я прям могу отыскать. Но бензин, как ни старалась, не могу найти. Еще тут есть замша в базе, но я ее чувствовала только в самую жару. Так на мне она не открывается. Вообще аромат больше для прохлады. Ни в коем случае, вот на мой взгляд, не для жары.
Его можно носить, но он как будто распадается весь. Тогда он однозначно не для жары. Лучше не портить себе впечатление, потому что я в него вообще влюбилась именно в мороз. Прям в такой хороший мороз. Я помню, снег был, и он так красиво звучал, прям вот ярко очень и звонко. А в жару я вообще не поняла, что это, правда. Если вот единственный момент, когда я с ним познакомилась, это жара, я бы подумала, что это очень что-то такое странное и неприятное. Кроме персика здесь еще есть мимоза. Но она не яркая, она опять же вот так вот идет фоном, она как будто ты где-то находишься, где там цветет мимоза, да, но она не прямо рядом с тобой. Вот такой вот очень необычный аромат. По-моему, тут еще есть какие-то желтые цветы, я не помню. Помню, что мимоза есть. Но аромат, опять же, не про мимозу. Что тут ярко выделяется? Да, это нота персика. Но это, конечно же, это амуаж. И, конечно же, у амуажа есть такая фишка. Он в старте может звучать очень легко, да, вот таким персиком, абрикосом, а потом к базе он начнет разгоняться, набирать силы, обороты. С этим точно так же. И что я вам могу сказать? Я знаю, что у этого аромата есть как поклонники, так и люди, которые вообще его не понимают, да, он для них никакой, так и люди, которые говорят, что это какой-то кошмар, бензин и так далее. Так вот, этот аромат очень сильно зависит от погоды и от кожи. Когда ароматы на вас открываются быстро, доходят быстро до базы, да, обычно это называется горячая кожа, то, скорее всего, вам этот аромат не понравится. Не понравится. На моей холодной коже, только не в жару, да, этот аромат звучит потрясающе. Он настолько приятный, он красивый, притягательный, сексуальный, он свежий, но есть в нем сладость, такая фруктовая, скорее всего, но это не обычный персик, то есть это персик, который не встречается ни в люксе, ни в нише, нигде больше. Очень необычно звучит. Но повторюсь, да, ни в коем случае, конечно, не берите вслепую, особенно такой дорогой аромат, и перед покупкой его лучше тестировать именно на вашей коже. Так, опять что ли конфликт назревает? Нет, пронесло. Роса. Кстати, мне писали: Вика, а куда делись ваши кудри? Друзья, вот, кудри на месте. Кудри — это вообще нормальное состояние моих волос, поэтому они у меня в таком состоянии отдыхают. Я даю им передышку от утюгов, от фенов, от всего. Они вот так вот сохнут, да, только вот если их ничем не трогать. Вот они в такие упругие кудри сами завиваются. Но такая влажность, что со временем они прям стремятся стать вообще таким одуванчиком. Кстати, так забавно, вот этот, знаете, теперь такой новомодный появился кудрявый метод. Даже, мне кажется, несколько лет назад появился. А я этим методом укладывала волосы с начала 2000-х годов. Я случайно открыла этот метод и не знала, что он вообще, точнее, я не то, что не знала, я его никак не называла. Меня люди иногда на улицах подходили, спрашивали. Правда, это было в Екатеринбурге. Люди в Екатеринбурге более открытые, могут вот с кем угодно подойти, заговорить. В Питере не было такого. А вот в Екатеринбурге, да, прям подходили на остановке, спрашивали: так, давай рассказывай, как волосы укладываешь. Свои, не свои, бигуди, как они так у тебя? Потому что видно, что бигуди, какая-то кудря, видно, что какая-то она странная. Вроде бы и не похожа она на ту, которая от плойки или от бигуди, да, но и на свою не похожа. И вот мне люди прям такие: ну давай, колись, что делаешь? Кто-то даже не верил, когда я рассказывала. А я просто в один день, да, вот у меня же они всегда так пушились, и я подумала: а нанесу-ка я на них мусс для волос. Вдруг они как-то немножко так вот пушиться перестанут. Нанесла мусс и расчесала их такой расческой с такими широкими зубцами. И они вот в таком состоянии, да, когда их не трогаешь, вот с этим средством, они вдруг вот так вот закудрявились. Просто завились, и у меня кудрявые волосы. И так я узнала, что, оказывается, я не одуванчик, а я кудряш, я кудрявая. И потом я стала укладывать.
Сейчас я не использую мусс, потому что он делает волосы жесткими. Я использую сейчас такое количество средств, да, не 2000-е все-таки. Сейчас я использую масло для волос, есть прям специальные структурайзеры для волос, да, когда ты наносишь, и они волос так обволакивают, и кудря получается упругая, а не вот одуванчиком. Но иногда просто мне хватает просто одного какого-то хорошего масла для волос, правда. Или крем для волос еще есть, вот либо его. Но лучше вот когда два, да, каких-то средства. Если просто без средства, тоже завьются, но будут такие вот пушиться больше. Поэтому лучше, чтобы что-то такое было. Вот такая вот история, друзья. Напишите мне, да, если кто-то у меня есть кудрявый, напишите, когда вы узнали об этом методе, или знаете ли вообще о нем, используете ли вы его. И хотите ли вы прямые волосы? Это интересно, потому что как норма, те, у кого прямые, хотят обязательно кудрявые, те, у кого кудрявые, хотят обязательно прямые, но я лично хочу разнообразия. Да? Мне нравится и так. И мне нравится и с прямыми. Мне главное, чтобы у меня был выбор. Я не люблю, когда я как-то ограничена чем угодно, хоть природой, хоть судьбой, хоть другими людьми. Вот свободная у меня душа. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Будьте роскошными, будьте самими собой и обязательно, конечно же, будьте счастливыми. Всех целую, всех обнимаю. Пока-пока.